ever try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Что-то делаем здесь, а что мы делаем? Получилось так, что топливная система, в ней появилась стружка. Я думаю, что фильтр поможет собрать вот эти вот остатки песчинки. Кто-то очень плохо покрасил крышу. Проблема с этим баком. Ну, что-то так боязно, вообще капец. Честно, волнение просто капец какое космическое. Я завожу джету. Первый раз. Ничего. The other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Hi guys! И у нас сегодня день Bolt Cars, понедельник, соответственно, что-то делаем здесь, о чем мы делаем, осталось у нас только джета. Поэтому сегодня мы займемся тем, что будем промывать финтифлюшки от этой джеты, снимать топливный насос с ТНВД и устанавливать новый. Ну и, соответственно, вот это вот та куева туча хреновины, которую нужно почистить. Это все тоже сегодня. Так что приступим. А, еще бак мы не помыли. Еще и бак сегодня помыть, но с баком чуть попозже. Так, ребята, короче, процедура очистки прокачного насоса. Вот смотрите, что я придумал. Короче, у меня тут бустер, он у меня тут дает электричество на вот этот вот насос. Тут бак с соляркой. Солярка уже отстоялась, это старая. То есть мелкие частицы, я думаю, уже сели вниз. Делаем вот так вот. Сейчас вот прогоним целиком вот эту вот канистрочку, вот, и все. И я буду считать, что насос почищен. Ну и все, на этом достаточно. Вот у нас тут всего уже натекло. Солярка, которая здесь, мы ее выливаем. Почему она желтая? Потому что она с очистителем. Кстати, мы ее не выливаем, мы ее оставляем для полосканий. Остальные штуки будем из нее полоскать. Я сейчас как раз таки осядет то, что должно осесть. Ну и все. Осесть должна стружка металлическая. Я понял, что вы-то меня многие не понимаете, ведь вы не понимаете, что я делаю. А я вам еще раз напомню. Получилось так, что топливная система, в ней появилась стружка из-за того, что топливный насос, вот тот, который я чищу, это другой насос. Вот такой вот топливный насос, вот как лежит. Он ушел в разнос из-за плохого качества солярки, либо из воды в баке. Поэтому сейчас нужно чистить всю топливную систему, прежде чем установить новые запчасти, которые тоже пришли, но тоже не в полном объеме. Поэтому вот таким образом я сейчас чистил топливо. Так, что я сделал, рассказываю. Вот смотрите, у нас лежит вся топливная. Я ее всю помыл. Каким образом я мыл? Я мыл ее водой под давлением, но предварительно я в каждую из трубочек залил очиститель, который вот как раз таки расщепляет жиры и прочее. Зачем я это сделал? Потому что трубки в дизельном топливе, вы понимаете, оно жирное. Соответственно, вся вот эта вот взвесь, которая опилки, да, реально вот опилки просто вот этого металла, они налипают все равно, они остаются на стенках. Поэтому сначала прошелся дегриссером, чтобы убрать полностью вот этот весь жир. Потом под давлением промыл все водой. Вы понимаете, вода как бы очень плохо для дизельной топливной системы. Поэтому берем и продуваем каждую из трубочек. Ну, а что останется, там вот эти капельки, оно пока лежать будет, оно, я уже думаю, высохнет. Далее, короче, насос. Я вот не знаю, я, может быть, его еще сильнее промою. Но вы видели, как я мыл насос. Я, честно говоря, не знаю, сколько надо его прокачивать, чтобы он весь, наверное, чистый был. Я прокачал, например, 3 литра, 2,5-3. Я думаю, что этого достаточно. Возможно, я еще чуть попозже перед установкой прокачаю его еще. Но что я еще хочу сделать, я хочу после этого насоса поставить фильтр дополнительно. Просто чтобы он там стоял какое-то время, а потом его демонтировать. И немножко поезжу на этой машине для того, чтобы оно прочистила и собрала, все-таки остатки какие-то будут. Думаю, что фильтр поможет собрать вот эти вот остатки песчинки мелкодисперсионные. Так что погнали дальше, погнали продувать. Давайте я вам хоть чуть-чуть покажу, как это будет. Все очень просто. Продуваем со всех сторон наши трубочки. Короче, ребят, я думаю, что тут такого показывать, вы и так без меня прекрасно понимаете, зачем это нужно. Все, погнали дальше. Я думаю, что мы попробуем снять ТНВД, может быть и нет. Смотрим по времени, у меня всего лишь где-то 2-3 часа есть на сегодня. Дальше по плану потом
Доставка. После еще нужно оставить время на то, чтобы сделать экзамен сегодня. Я уже один экзамен утром написал, на 100% сдал экзамен, и остался еще один. Давайте попытаемся успеть по максимуму. Вот лежит, кстати, наш зверек. Ох, смотрите, сколько там стружки внутри в насосе. Его еще как-то помыть надо. Непонятно как, поэтому погнали. Так, ребят, короче, получается, что я сделал? Я нашел магнит от какого-то старого динамика, который валялся здесь. И вот видите вот эту вот корочку, вот эту вот коричневую, черно-коричневую корочку, это как раз таки и есть вот этот весь металл, который перемололо в баке, и он его собирает, представляете? Так что занимаемся внутрибаковой рыбалкой, собираем то, что видим, а то, что не видим, сделаем вид, что в этом нету. Ну, на самом деле шучу, буду его промывать потом, буду его очень хорошо промывать. Пока вот так, и пока работает, и это прекрасно. Идемте Максу покажем, а то он меня хейтил, не верил, что у меня все получится. Макс, работает, видишь? Вся стружечка аккуратненько собирается. Меняем пакетик и продолжаем заниматься рыбалкой в баке. Инженерный подход. Хороший попытка волна. Я только не понял, Макс одобрил или Макс меня еще больше захейтил. Ну ладно, рыбачим дальше. Так, ребят, короче, бак, конечно, еще до конца не помыт, но основная стружка собрана. Дальше, что я думаю? Остатки соляры выльем, короче, через заливную горловину наклоним и выльем. Потом его помоем. Сначала внешне, потом внутри. Так и вот, для того, чтобы его помыть сначала внешне, нужно помыть насос. Им закрыть, соответственно, это отверстие, и можно было, ну, не опасаться, что туда внутрь попадет вода. Первым делом моем сам насос, потом погружаем его в бак и отмываем бак полностью. Такой вот план банан. Ну, что-то так боязно, вообще капец. Так не хочется, не то что боязно, лениво больше что-то делать, потому что я сейчас представляю, как мне его переворачивать. Ладно, идем за новыми перчатками и все-таки победим его, наконец, выльем топливо и помоем его потом внутри. Итак, ребятушки, короче, выкатили мы бак на мойку, я уже тут его закупорил, сейчас помою внешне. И есть у меня одна, конечно, проблема с этим баком, это то, что, короче, я пытался слить топливо через заливную горловину, а оно обратно не идет. Оно льется, но льется еле-еле. Я уже вроде как и попытался туда засунул отвертку, чтобы этот клапан как-то заблокировать. Короче, хрен его знает. Это я все к чему. Внешне-то мы его помоем, но это так чисто, ну, просто потому что я захотел это сделать. Его-то внутри надо мыть. И вот как его мыть внутри? Вот я его сейчас туда, например, воды наберу, да, там, почищу его внутри, помою. Как сливать все это? Его надо очень хорошо пролить. Я просто не знаю, честно. Но у нас есть Максим. Максим нам все подскажет, я уверен. Макс поможет, и тогда уже сделаем. Кстати, принес крышечку от Саба. У меня ж моторчик без крышки. Моя декоративная крышка была грязная. И я вот думаю, заодно, коль уже такая песня пошла, я заодно и крышечку тогда помою, да, под эту всю песню. И поставлю уже крышечку на САП. САП у меня по факту почти готов. У него осталась только внешка. Техническая часть у него вся прекрасная. Все едет, все круто. Ну, единственное, что я балбес кондиционер случайно выпустил. Ну, мы это все починим. Поэтому, ребят, двигаемся дальше. Так, ребятушки, ну что, отчитываюсь. Бак помыт. Лежит красивый. Мокренький, правда. Рассказываю, как я решил проблему со сливом воды из бака и вообще с тем, как я его мыл. Короче, сделал шампунь, поднял там пену несколько раз. Вместе с пеной я опрокинул, короче, пару раз бак. Я все это выворачивал. Соответственно, пена поднимает взвесь всю. И, ну, насколько можно, соответственно, я это все вылил. Дальше повернул бак на вот эту вот сторону, где находится уголочек. И как раз, соответственно, вся вода, которая не смогла слиться, потому что ребро очень высокое, она оказалась здесь. И я туда закинул магнит дальше, чтобы он там лежал и подождал, пока стечет все остальное. Таким образом мы добились того, что максимум воды стекло вниз, и, возможно, остатки стружки тоже стекли вниз. Где-то что-то подцепил магнит. И все равно, как сливать? Я взял обычное полотенце сухое и полотенцем все это, грубо говоря, вымакивал оттуда. Тем самым полотенце что же имеет вот это вот, видите, да, фактуру. То есть какая-то стружка зацепилась тоже за него. По логике я максимально, насколько это возможно было в таких условиях, я почистил бак. И то, что я вижу внутри,
Там очень чисто. Там действительно очень чисто. Я не знаю, как оно вам тут видно. Света-то тут вообще 3 копеечки. Весь этот уголок, он выглядит вот таким образом. Так что вот так вот, ребят, процедура очистки бака закончена. По факту уже можно собирать. Не хватает еще одного клапана, который нужно заказать. И фильтр топливный у меня неправильный. Вот еще бы топливный фильтр бы другой. Короче, закажем. Все закажем, и по факту машина готова к сборке. Все собрать, прокачать, завести. Такие вот дела, ребят. Хотел вам сказать такую вот штуку. В принципе, тут как бы, никто не верил в то, что у меня все получится, как все это отмыть, как все это запустить. Так вот, я вам скажу одно. Верьте в себя. Сегодня вы моете топливные баки, а завтра у вас бизнес с обороткой в миллион. Так что думайте головой, пользуйтесь разными прибамбасами, придумывайте решения сложных задач, и у вас все обязательно получится. Ну, а я, наверное, погнал в доставку. Надо заработать своих $50-60 на покушать. Здорово, Леха. Короче, благодаря тебе я переехал в Европу. Благодаря твоему удивительному желанию жить и творить, и работать, и вере в себя, я смог тут оказаться, устроиться на работу в такси и начать зарабатывать даже иногда $100 каждый день. Благодаря твоему каналу, благодаря тому, что мы берем все с тебя пример. И сегодня 1 января у нас тут в Варшаве 15 градусов тепла, я хожу в одной лишь байке, такой улыбчивый, подзаряжаюсь витамином D. Спасибо тебе большое, желаю удачи, успехов всем твоим подписчикам, всем студентам. Идите к своей цели, творите, добивайте своего, и у вас все получится. Если получилось у меня, получится и у вас. Если получается у Лехи, получится и у вас, потому что мы все обычные смертные люди. И если вы захотите посмотреть, как я зарабатываю на этой раздолбанной машине в Варшаве, в Польше, может быть, кому-то это будет интересно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Лехи, посмотрите мой канал в описании, и до новых встреч! Так, ребятки, запарковались на чужой парковке, на частной. Короче, нарушаем, получается. Вообще нельзя как бы на ней парковаться. И у нас первый заказ. Сейчас покажу, куда идем. Идем мы недалеко, не близко, минутки 2. Crazy Rock'n'Roll Sushi. Заказ на $12 и на 3,5 мили. Но из них примерно 2,5 мили будут в горы, будут в Беверли. Hello, pick up. Oh, 1 second, David. Can you confirm the order? Yes. Have a good one. Thank you. Так, ребята, первый заказ забрали. Ну да, все правильно я говорю, еще 3 мили делать нам катайся. Вроде как пробочки уже разошлись. На самом деле туда, в Беверли, в горы катиться прикольно. Но есть один момент, людей там много там живет, и они все так же выезжают на работу. И примерно часиков в 5-6, как раз вот в то время, как сейчас, еще есть пробка. То есть она вообще начинается с 3 и где-то заканчивается реально в 7. Поэтому бывает такое, что туда катиться на холмы, но не очень, чтобы и выгодно. Даже при условии большого заказа. Но вроде как у нас все хорошо. Ну, я надеюсь. Погнали. Так, ребят, походу мы снова на самую макушку Беверли едем. Вот я только не знаю, это какая дорогая часть, недорогая, но уже виды как бы прикольные. Да, ребят, короче, виды, конечно, как в GTA. Ну, вот такие вот домики. Вот такие вот улочки. Ой, а мы уже, кстати, с вами приехали, по-моему. Вот тут как бы как-то немножко стрёмно, конечно. 2735. 2735 нам сюда. Такие повороты резкие. Как бы так машину оставить, чтобы машина осталась целая. Ну да ладно, давайте занесем. Так, а у нас нету интернета, короче, с вами. Все. Полетели, ребятки, доставили. О, кстати, немножечко денежек дал больше. 13,75. По-моему, было 11,75. А стал 13,75. Приятненько. Ну что, полчаса мы все равно потратили. Ну, в принципе, если так за час, там,
25 долларов получаться будет, это прям хорошо. Я вам, знаете, одно скажу. Здесь реально высоко, потому что уши прям закладывает. Вот уже не первый раз, как говорится, здесь катайся делаю. Ну прям реально уши закладывает. Нормальная тут высота. Сейчас развернемся и постараемся поехать обратно назад. Сейчас постараюсь вам показать вот эти здания, про которые я имел в виду, что как в GTA. Вот смотрите, вот прям один в один. Было в Сан-Андреасе, было в GTA 5. Вот такие вот домики, которые как бы энное количество этажей, снизу гаражики. Я думаю, это очень так вот, ну, ужасно похоже. Вот как можно даже сказать. Ну красота, красота, ребят. Oh yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi, and I pass it off to all of my friends. Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body, and she's hanging out with all of her friends. Yeah, yeah, let's go. Yeah, she wants to play it like that. Look her in the eyes and she's looking right back. Feel the heat rise with the right contact. She's playing with her hair, so I know she likes that. Yeah, I can feel the beat now. All I wanna do is get her out of the crowd, and on the dance floor with the bass so loud, making my move through the room right now. She used to dance, but then she never danced again. Something in her was dead, but now she has a chance again. Ну чего, ребят? И только скажите, что это не как GTA. Вот только просто скажите. Я от вас отпишусь, понятно? Ладно, шутка, шуточка, шутеха. Но это реально как GTA. Но пейзажи, конечно, очень красивые. Я думаю, вы уже увидели. И настолько красивые пейзажи, что у меня даже вот снова отвалилась сеть, видите, да? И снова еду я без музыки вниз. Ну вот так часто бывает, кстати, здесь на холмах. Да и вообще, в принципе, в Л.А. так часто бывает. Как всегда, все очень плохо становится ровно тогда, когда тебе нужен интернет. То, что я еду без интернета, это как бы-то ладно. Это ничего страшного. Но мне что заказ может прилететь, и я его просто сейчас не увижу. Мне очередной раз просто так упадет мой типа рейтинг доставок, да, потому что я якобы не поднял заказ, я от него отказался. А все почему? Потому что я не онлайн. Так, ребят, короче, уже упал следующий заказ на 7 долларов, там 7,5, 10 минут ехать. Я его уже забрал. Почему не стал снимать? Потому что вот я прям ехал, и вот прям место в место, вот вообще в секундочку, как пришел заказ, мне осталось только повернуть, и вот я уже был на месте. Поэтому двигаемся, завозим. У нас рубрика «Снова забыл камеру», обещал записать, возвращайся в машину. Короче, 225 апартменты, кстати, надо найти еще 930 здание. Ага, а я уже вижу. Это вот. Даже код оставили. Вот, сейчас кодик наберем и погнали, закинем и получим нашу семерочку. Итого у нас за часик будет 20 долларов, там чуть больше, 21,5. Ну вы поняли, короче, красота. Так, я тут в последнее время по лестницам стараюсь ходить, но так как у нас времени не так много, а тут видите, какое здание, что надо искать еще лестницу, то есть еще непонятно, где она. Поэтому все-таки ждем лифт, который вот уже подъезжает. Экономим быстренько время. Быстренько экономим время. Вот сказал. Экономим время. Едем, да, на следующий заказик. Я надеюсь, он придет тоже быстро. Итак, ребят, 7:25. Поэтому бежим обратно. Бежим обратно к лифту. Не туда. Как я ненавижу такие дома. Божечки. Вроде как все понятно, типа по кругу, но тут сделано так, что ответвления всякие, там лево, вправо, вот эти коридоры. Реально можно заблудиться. Часть дома, она просто вот туда уходит. Кто так строит, вообще ничего не понятно. Так, ребята, капнул следующий заказ. И что за заказ? 2 точки. У меня в последнее время очень сильно тупит приложение. И когда приходит заказ, он очень долго не появляется. Вот здесь прилагиваю. Выходит уведомление. Я открываю приложение и жду. И потом мне остается на принятие решения 15-20 секунд. Поэтому, к сожалению, я не могу вам записывать теперь такие моменты. Ну, то есть не могу показывать прям вот с циферками. Поэтому поверьте мне на слово. Вот, на 11 долларов упал заказ. 3,6 мили, но 2 точки. Забираю я все это в одном месте. Вот здесь вот Fresh Corn Grill. И везу в 2 точки. То есть 3,6 мили это суммарно с поездкой до магазина. Это значит... Блин. Машина пишет, что у меня лампочка задняя тормоза сдохла.
Ага, блин, да что ж такое-то. На самом деле просто ничего страшного нету. Ну, реально ничего страшного нету. Просто так лень лезть туда, разбирать все это. Ладно, ребят, все, едем зарабатывать денежки. 3,6 мили и 2 точки выгрузки. 3,6 мили это вместе с рестораном. То есть путь от меня, где я сейчас нахожусь, до ресторана. Потом до одной и до второй точки суммарно вот 3,6 мили. Так что так, все, погнали. Так, все, ребят, забираем. У нас тут 2 заказа, Джеймс и Эшли. Джеймс и Эшли. One item Джеймс and one item Эшли. Okay. Так, ребят, все, 2 заказика забрали. 4 мили, 2 точки, нормально. $10 заработаем на выходе. Может быть, кто-нибудь еще там $1-2 чаевых и подкинет. Хотелось бы, конечно. Так, бежим, бежим, бежим. А Эшли-то, ребята, оказалась вообще так себе дамочкой. Вообще ноль, просто ноль. Давненько я такого не видел, кстати, если честно. Обидно, обидно. Hello. Так, короче, отдали мы заказик. Летим дальше. А, кстати, давайте хоть проверим, что там мальчуган нам подкинул. Так, смотрим. Ну, интернет. Ладно, появится, я вам покажу. Потому что интернет снова отвалился. Вот то, о чем я вам и говорил. Короче, отвалился интернет. Пока интернет этот появился, мне показалось, что 7,75, короче, мне этот мальчуган заплатил. Ну, это примерно как раз таки столько же, сколько и изначально. То есть, не докидывал он мне ничего. То есть, суммарно за 2 заказа 10 там с хвостиком долларов, 11. Но при всем при этом 7,75, из них 3 доставки и 3, он там почти 4 чаевых, он, короче, капнул. Так что он красавчик. Так вот, это я все к чему? Отвалился интернет. Я пытаюсь вам все это показать. Открываю, короче, вот этот финальный скрин. У меня приходит заказ. Ни хрена на дисплее не появляется. Короче, это полный трындец. В итоге появляется кнопка принять. Я быстро принимаю, и мы едем, короче, на заказ 5 миль в сторону Беверли-Хиллз за $10. Но не по холмам там будет совсем чуть-чуть. Так что нормальный заказ, и плюс там, я знаю, ристики неплохие есть. Мы уже на обратном пути еще что-нибудь хорошее подхватим. А, кстати, давайте я хоть вам скажу-то, сколько мы уже заработали. Ну вот на данный момент $32. В принципе, я еще готов поработать 1,5 часа, и надо ехать домой, потому что у меня еще финальный экзамен по одному предмету. Потому что утром я один сделал, поехал в Bolt Cars поработал, вы все видели, и сейчас, короче, мы работаем. Ух ты, боже, какая красота! В DoorDash мы работаем, ну, ой-ой-ой. Ой. Офигеть. Вау. Класс, правда, ребят? Вообще, просто пушка. Офигеть. Вот это вот американская классика. Ладно, погнали. Ребята, смотрите, в какое красивое место мы приехали. Сейчас выйдем, отдавать заказик, все. Посмотрим поближе. Вау. Офигеть. Классный дом. Я бы в таком жила. Смотрите, какая лестница там за стеклом. Ладно, ставим. Короче, в чем прикол? А прикол в том, что интернет что-то не отваливается и все тут. Ладно, давайте не будем пугать людей, тоже столько простояли там. Они, может быть, даже камеру увидели. Все же, как бы, знаете, как не любят камеры. Да. Вот тебе еще одни приколисты из Беверли-Хиллз. Смотрите, $10 стоила доставка, так? И 0 просто типов. Офигеть. Вот это вот, кстати, самая странная такая штука, да? Тут дом 3 миллиона, наверное. Ну, на 2 точно. В таком месте, как бы, все дела. 0 оставить. Я все понимаю, но этого я не понимаю. Поэтому, ладно. Счастья ему и здоровья. Ну ладно, короче. Мы заработаем свое. Поехали дальше. Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many
thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping. Yeah, oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding, and all of my friends are misleading. All of these posts and the lives they're leading. Yeah. Так, ребят, всем привет, очередной день Bolt Cars. Короче, уже достал редбульчик. Что-то вчера застудил шею, капец какой-то. Так, смотрите, короче, у меня тут уже почти все готово. То бишь ничего не готово. За вчера что я успел? Я за вчера вернул бак на место, подключил топливную линию, которая идет от бака под капот, вернул на место топливный насос, который в баке. Соответственно, вернул на место топливный насос подкачной, который здесь. Чашка фильтра топливного. Теперь что нам остается на сегодня? Нам остается на сегодня дополнительно врезать еще один фильтр. Я вот не знаю, его надо пред или после. Короче, сейчас что-то подумаем, сейчас что-то раздуплимся. И, соответственно, сегодня установка уже форсунок. Да и, в принципе, сборка всего остального, заливка топлива и первая заводка. А, кстати, еще нам придется брать аккумулятор какой-то хороший. Либо мы попробуем завести на моем аккумуляторе от моей тачки, либо мы поедем и еще аккумулятор возьмем. Так что вот такой вот у нас план банан. Работаем. Водружаем последнюю форсунку. Это прям хорошо. Это прям очень похоже на то, что у нас работа не просто кипит, а еще и подходит к завершению. Блин, эти блогеры, которые одной рукой все делают, я, конечно, с них поражаюсь. Все, получается, ребят. Вот она. Все, фиксируем, короче, все гаечками. Короче, гайку можно уронить внутрь двигателя. Вот это будет, конечно, потом прикол. Поэтому тут на таком тоненьком прям. А руки мокрые, пальцы, потому что жарко капец. Держите там за меня крестики, чтобы гаечка туда не уронилась. Ребята, глаза боятся, руки делают. Джета собрана. Я в шоке, у меня получилось. И это прям, ну, вы меня поняли. Так, ну да ладно. На самом деле, конечно, хватит охреневать стоять. Вопрос в другом. Во-первых, надо идти топливо покупать, ехать. Заливать топливо, короче, включать топливный насос, смотреть, куда он качает, правильно ли подключены там коннекторы. Зря я, наверное, бак закрыл. Я его сейчас буду открывать снова. И после того, как я прокачаю всю систему, мы бомбим заводочку. И заводим эту красоту. Так, ребят, у нас тут сейчас громко. Вам меня не то чтобы сильно видно. Но, честно, волнение просто капец какое космическое. Я завожу джету. Первый раз. Ничего. Смотрим ошибки. Я даже забыл кнопку нажать на камере. Где этот мистер Перекуп? Нам нужен срочно мистер Перекуп. Нам нужен срочно Максим, который в меня не верил. Та-та-та-та-та-та! Пойдем. А где Серега? Что, завел? Слышь, тарахтит. Тихонечко. Это ты радуешься? Да. Пойду хоть показать, похвастаться. Короче, погнали кататься. Коли завели машину, надо кататься. Заодно ошибки посмотрим. Блин, я настолько обрадовался, поняли, что даже забыл вам подснять эмоции свои. Боже мой. А как тут что двигается-то в этой джете? Понаделают джет, не знаешь, как ими потом управлять. Так, ребятушки. В итоге, сегодняшний день заканчивается оживленные джеты, но с проблемой. Скорее всего, в датчике в регуляторе топлива, потому что он просто другой. То есть, ну, я его заказал, там написано совместимость, короче, там с Фордом, там со всеми, там, и с джетой тоже. К сожалению, нет. Проблема очень простая. Вот эта фишка, вот этот регулятор, и она на самом деле не подходит сюда. То есть, датчик такой же, то есть, вот этот вот регулятор, да? А вот эта вот часть, его коннектор другой. Скорее всего, поэтому у нас и проблемки с ней. Заказываем правильный регулятор, и, скорее всего, она поедет. Так что я сегодня безумно рад, просто безумно рад и счастлив, что у меня получилось это сделать. Поэтому садимся, выгоняем ее, забираем с нее наш аккумулятор и едем домой, потому что завтра снова с самого срання ехать на работу, на строечку. Да, ребятки, я тут пошел, устроился, короче, на стройку. Ну как устроился, скорее помогаю. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ну, все, ребятушки, всем пока-пока. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me.